Привет, мой хороший, ты на канале Мир это просто, меня зовут Алексей Борода, с нами Саня сегодня. Сань, привет. Привет, Лех. Да. Значит, мы сегодня не на ранчо, как обычно, мы сегодня в Ловчем, что находится в Тольятти. Соответственно, хотите пострелять, приезжайте и на ранчо, и в Ловче. Ссылочки будут в описании. Ну и на Саню тоже ссылочки мы оставим в описании. Саня замечательный инструктор. Саня инструктор это называется? Да. Вот, инструктор. По стрельбе. Да, по стрельбе. Речь сегодня у нас пойдет про вот эту пуколку, которая называется ПЛК, да? Пистолет Лебедева компактный. Вот. А тут у нас, Саня, что ты Это взял? Glock 17. Это то, о чем мы будем сегодня разговаривать. То есть сравнение ПЛК и Glock 17. Это два, так сказать, конкурента. Нужно выяснить, кто из них лучше. Вот. Я сразу подозреваю, кто, ну да бог с ним. Саш, вот у меня вопрос какой. Вот он очень нашумевший. Почему-то. Почему? Ну, во-первых, его ждали. Он прямой конкурент, так сказать, Glock 17. Причина простая. Они похожи, и я бы даже сказал, что они прям вот скопированы. Такое ощущение, что Лебедев скопирован с Глока. Потому что он внешне он похож, но все-таки в моем понимании он чуть технологичнее, чуть посовременнее. То есть, скажем, Глок, он хорош, да, он выносливый, у него бешеный ресурс, как заявлено. Поэтому ПЛК у нас еще не, так сказать, не особо проверенный, да, мы только тестируем, пробег у него 15 тысяч на стрел, поэтому еще пока рано говорить, но в моем понимании он мне нравится больше. То есть это первый русский пистолет, который мне действительно нравится. По эргономике, то есть рукоятка вот эта смещенная, что удобно в руке лежит. Глок, скажем так не лежит, он не так удобен и не так для меня, так сказать, интересен. Пока его не было, Глок мне нравился. Да. Лежит удобно. Да, слушай, прикольно. Но у меня рука не очень большая, мне удобно. Могу, конечно, рассказать пару там моментов, плюсы, минусы. Да, сейчас мы до этого дойдем. Саша, цена какая у чего? Glock 17 в районе сейчас по санкциями, как обычно, в районе 300 тысяч рублей в России, что это сумасшедшая цена, конечно, для него. Хотя этот пистолет хороший, но тем не менее это очень дорого. Ну да, на мой взгляд. И, внимание, ПЛК, да, стоит 70 тысяч рублей. 70, 300 и 70. Разница колоссальная. Разница большая. За 2 370. Шутка юмора, бля. И это, ну вот по мне вот это вот, не буду ругаться, а то сейчас там нас закидают вениками. Ну вот это выглядит, вот что-то, блядь, такое вот это что такое, блядь? Ну это что, оружие вот это? Но тем не менее, оружие не оружие, он, по-моему, любитель, у него Ну фанатики. вот это выглядит как дамский сумочный пистолет, если честно, для меня. Такой, ой, сэр, я вас убью, пиу-пиу-пиу. И пулька, блядь, вот такая, наверное, как зубочистка такая. Ну, то есть, ну, вы меня там, кто смотрит, знаете, я, кроме револьверов, вот это все даже как-то в руки брать, честно говоря, не хочется. Ну вот Саня говорит другое, сейчас посмотрим. Сань, ты же у нас как раз по пистолету, да, еще? Вот, то есть человек знает, что говорит, выступает по пистолету. Ему это нравится. Мне нет. Так же, как автомат Калашников. Это мое личное мнение, имею право. Ты любитель одного, я любитель другого. Да, тут я, кому что да. нравится, каждый на что гораст. Да, ну размерчик, конечно, вот это вот, что, блядь. Ну, я скажу так, размер придуман не зря. Есть, если вы не знаете, есть PL-15, то есть он подлиннее, больше, чуть помассивнее. То есть есть... Да, есть такой. PL, а это именно PLK, то есть пистолет компактный именно. Сделан вон для чё. того, чтобы для табельного ношения. Большой пистолет, скажем, типа чизеты, там есть кольты, они довольно-таки здоровые. И в кобуре таскать их, мало того, тяжело, а во-вторых, они такие, ну, громоздкие, массивные. Пистолет Лебедева, он пришел на замену как таковому ПМу. ПМ, ну, уже все понимают, устаревшее оружие. Ну да. Не до пистолета, я бы сказал тогда, да? Не в обиду ему. Но ПЛК пришел на смену именно ПМу в 2021 году. То есть, да, тогда понятно. МВД, ФСБ, Росгвардия, ну, для спецслужб, так сказать. Да-да-да. Его хорошо, нет. удобно, да, он универсальный пистолет, как правше, так и левше, то есть когда он заряжается. Предохранитель флажковый, если вы видите, что правая рука, что левая рука, то есть удобно. Вот эта тема крутая, да, реально. Кнопка сброса магазина как с правой стороны, вернее, если под левшу, и под правшу удобно. Тоже круто. Тоже, молодцы. опять же, затворная задержка, правая рука, левая рука, то есть идентично.
Блин, нифига себе. Все удобно. И есть такой момент, прошу поближе. То есть, когда магазин вставлен, он вставится достаточно плотненько. И момент какой? Когда идет двойная подача, но бывает такое, технический да, пистолет, бывает. там не все идеальные. Когда магазин нужно извлечь, вот так просто извлечь его не получится. Тут есть специальные выемки с двух сторон. Удобно для того, чтобы нажать кнопку и его просто выдернуть силой. Что удобно подцепить пистолет как таковой. Это плюс. А еще в качестве, опять же, табельного оружия тут есть, так сказать, что это такое? Вот они крепят, да, отверстие кобуру, именно под ремешок для кобуры. Ну, что чтобы не удобно, выхватили чтобы там, не стащили, да, чтобы не вылетел, случайно не потеряли. Именно для табельного оружия. Нормальная тема. В основном ни одного такого нормального пистолета такого нету. Поэтому, плюсов много, минусы пока еще не выявлены. По сборке вообще. Ну, кроме того, что он уродский. Ну, кому что, да. Кому что, да. Да, и спусковой крючок у него достаточно такой информативный. Для меня он очень понятен. То есть, опять же, это свободный ход коротенький и такой слегка Круто. длинноватый. Я бы, наверное, сделал покороче, но это для меня, как для спортсмена, да. Ну, все-таки, кстати, не такой уродский, как Макаров. Все-таки это, да, как-то он тут... Блин, Сань, как круто ты объяснил. Смотри, действительно, даже я вот не любитель, да, всего этого пистолетов этих. И то, как удобно. Шик вообще. Потому что у меня товарищ, он левша, и, считай, ему ничего переделывать не надо. Да, вот опять же, я левша. Для меня ты как, тоже левша? Да, для меня как леворукого, скажем, если взять глок, Класс. тут под левую руку для меня никаких удобств нету. Ни затворной задержки, ни кнопки сброса. Хоть на глоке можно поменять кнопку на левую руку, левый палец. А тут нет. Но это же опять надо вытаскивать, раскручивать, перекручивать, неудобство. Все для правши. Кнопка, задержка, все для правши. А этот универсален тем, что есть все органы управления. Сань, Удобство. вот все-таки хочется сказать, Серег, не знаю, видно там, не видно, вот сейчас, да, все-таки он красивее, чем Глок. Потому что Глок, он больше, видишь, ты объяснил, что это называется, что он типа, как там, короткая, как там, компактная. Компактный. То есть, если его сделать чуть больше, то это вообще будет просто вафля каниная, а это будет красавица, если его сделать вот побольше, да, помассивней. Супер, потому что это вот для меня теперь вот это как Макаров, это то есть прошлый век условно. Понятно, что он надежный, ты говорил, тут покрытие, да, Саш, какое-то? Покрытие, да, называется теннифер, как они называют, это там сказать, секретное какое-то производство, сверхсекретные материалы, не раскрываются, но называют они его теннифер. Но если сравнить плюсы и минусы, опять же, технически, покрытие, если глок опустить в воду, скажем, на несколько минут, и потом его поднять, вот эта часть, она не ржавеющая. То есть, а у ПЛК, пока, вот эта часть, не слишком защищена, то есть, если его опустить в воду и оставить, ржавчина все-таки пока появится. Тут ремарка в защиту ПЛК, мы наоборот уже местами поменялись. Значит, автомат Калашникова мною отвратительный, все в курсе, кто меня смотрит. Зато, блядь, он в песке стреляет, блядь. Я говорю, а нахуй ты автомат, блядь, в песок кидаешь? Вот здесь я хочу в защиту его сказать. Не надо пистолет, блядь, вот так вот под ливнем, блядь, бегать нахуй с ним. Да, вот так его раз, и все, ничего не намокнет, и все хорошо. Цена, Сань, 70 тысяч, понятно, какое тут покрытие может быть? Конечно. То есть, как всегда, наш пистолет для спецслужб сделан просто, надежно, чтобы на коленке его можно было, я так понимаю, отремонтировать. Вот, а не вот эту вот кучу, блядь. Вот будешь ты с ним бегать и все. Когда он только сломался, на этом все. Когда он только пришел, я только считаю, дайте попробовать. Самый первый, который я его попробовал, я был удивлен, это самой разборкой. То есть он разбирается проще, чем Глок. О, кстати, покажи. Достаточно отвести чуть затвор, действует такая кнопочка, нажимаем кнопочку, отпускаем рычажочек. Все, через спусковой крючок снимаем затворную часть. Офигеть вообще. Да, вот это снимается офигенски. конечно. Одевается еще проще. Одеваем на направляющий. Нажимаем вот эту кнопочку. Класс. И все, он готов. Вот. И вот тут я, правда, поменял свое мнение. Слушайте, а наши, получается, умеют делать вещи. А почему мы, блядь, машины не можем сделать, блядь? А Лада Веста? Нет, Сереж, не надо махать. 2800 Лада Веста. Управляй мечтой, блядь. Зато мы теперь миллионеров знаем. Оп, новая Веста, миллионер. Да. Ага, а видим, деньги девать человеку некуда. А зачем мне BMW и Mercedes? Поеду я на Лада Вестес. Вот такой лозунг, блядь. Вот, чё, я думаю, Сань,
постреляем, покажешь, как все это работает. Может быть, даже я что-то попробую. Слушайте, ну, респект, серьезно, от души. Можно я Блядь, сделаю вот- комментарий один такой, да, извини, перебил. Да, кто будет приобретать пистолет Лебедева, именно компактный, все, обратите внимание к магазину. Магазин тут хороший, ну, можно сказать, качественные подаватели, но пружину сразу нужно менять. То есть тут магазин на 14 патронов, есть момент какой, когда забивается 12, пальцы уже начинают гнуться. Это проблема. 14 забить, вот только он сможет. Видите, как здоровый, да. Ну, сейчас, кстати, попробуем, давай, реально, мне как будет по ощущениям. Сейчас будет хорошо, потому что уже вам поменяли? такой, да, момент, да, учтите. У кого есть чизеты, обладатель чизетов и приобретаете ПЛК, меняйте пружины на чизетные. Полтора витка срезайте, ставьте сюда, и мягкий магазинчик вам будет обеспечен. Ну вот, я это вам хотел такой проявить момент. мощь. Для тех, кто не знает, в чем дело, магазин здесь дубовый, серийный, потому что пружина идет от ПЛ оригинального. От большого Большого, которого, да, они решили не заморачиваться, поставить именно единую пружину и там, и здесь. Ну, Вот, Россия, да? что, Россия, Ну, да. и вот да, вот только я тут дифирамбы пел, блядь, Да, ну да, вот да, опять. Это наша любимая «Надъебись». Не будем вырезать этот мат, да? Все сделали классно, блядь. Да и хер с ним. Но магазины не очень. Да. Десятка забивается хорошо, но потом Да, Лада Веста реально получилась, вот эта, Сань, которая с жопкой с такой. багажника. Блин, она Универсал. симпатичная, Классно. белая, поставь колеса красивые. Ну, решили с ценой, да и хуй с ним. Вот так написали просто на обум, блядь, 2 800, блядь. Не 800, видать, 800 хотели, а там, видать, кто-то что-то это. Как, если кто не знает, почему у нас рельсы больше. Ты в курсе, кстати, что у нас рельсы шире, чем в Европе? Нет. Это был прикол такой, я не знаю, шутка или нет. Царя спрашивали, ну, типа, про рельсы, и он говорит, нахуй больше. Ну, типа, они говорят, больше, меньше делать рельсы, чем в Европе. Он говорит, да и нахуй больше сделайте. Они померили у царя и сделали больше. Ну, причем, надо сказать, царь у нас был А зачем? нормальный. Какой Ну, смысл? вот это русское, вот Какой-то это все. загон российский. Я эти истории там слышал, знаешь, там Крым, когда осваивали тоже в свое время, там, я не помню, это при Екатерине II же все это было. То ли она там, то ли кто-то из графов вот так руку положил, они, блядь, дорогу вот так вот сделали. Если я Просто слышал, по такая приколу. история была. Вот. Ну что, приступаем к стрельбищам, посмотрим, да? Давай, попробуем, всё это? оценим. Поделимся Сам впечатлениями. попробуешь. Я попробую, Ты же любитель да. револьверов, но оцени российское качество. Мне уже, если честно, вот с Глока я, конечно, ну просто для сравнения с стрельнем, мне нахуй в руки даже брать неохота. А вот с этого мне реально, то есть если бы можно было купить себе огнестрельный пистолет, честно говоря, я бы себе его купил. Я бы с удовольствием взял. Ну, вторым, То есть, если бы я был бы военнослужащим и носил бы табельное оружие, я бы это оружие с удовольствием носил. Это не реклама, не какие-то там Не, реально круто, молодцы. пропаганды, да, это он мне нравится. Пацаны молодцы, там, кто делал, мужики. Вот я бы себе вторым после револьвера, да, понятно, я бы себе сначала револьвер какой-то Сейчас купил. оценишь, попробуешь. Авось влюбишь. Круто. Поехали, да. Леха, теперь оцени качество постановки магазина, патронов, Глок и Лебеди. Ну, по 5 патронов. Опа, а не тут-то было, это А делается как? не так, это не калаш, это вставляется в начале, вот смотрите, опа. Не прям сверху, вот а в так. начале, да. И каждый раз так? Каждый раз одно и то же. Есть, конечно, приспособление, называемое спидлоудер, Я видел, которое да, облегчающее. пацанов, Тык-тык-тык-тык, махом, быстренько. Но подходит не для всех пистолетов. Он не подходит именно для лебеди. Он там немножко закусывает, нужно, как обычно, подпиливать все. Так, это у нас был Глок. Это был Глок. Так, пробуем здесь также, да? Да, то же самое. О, а здесь мне больше нравится. А это все потому, что пружину поменяли. Да, чуть полегче как-то. Да, а вот если бы не поменяли, он был бы в 2 раза туже, чем глоковский. Нифига себе. Сейчас-то как бы приятного мало, но все-таки. Да, а было еще хуже, в 3 раза. Че, постреляй, Сань, посмотрим, поснимаем. Так, давай сделаем. Сначала ты оцени. Я. Да, потом я. Ну давай. Давай. Давай напомню тебе, как работает спусковой механизм. Пожалуйста. Потому что пистолет это пистолет, калаш это калаш, все другое. А в пистолете, как ты помнишь, палец на крючок мы не кладем. И самое важное, да, в пистолете, это именно усилие спускового крючка. Свободный ход, потом, удерживая прицел на мишени, нужно не рвануть, потому что если рванешь, у тебя мушка будет клевать вниз, а именно дотянуть.
Чем плавнее усилие движения спускового крючка, тем эффективнее выстрел. Давай, оцени сейчас пистолет Лебедева, а потом Глок, всеми любимый. Куда ты попала? Я не попадаю, Сань? В стену. В стену? А задача именно спусковым крючком. Это наказание за промах. Ну все. Задержка включена, все, можно извлекать. Так, теперь Глок. Но ты это доделал все не до конца. Ты же не разрядил его. То есть для начала нужно снять магазин, источник питания, потом сбросить задержку и потом контрольный спуск. А вот теперь все. Теперь оцени Глок и сделай какой-то вывод. Он так должен быть технологический, он не до конца заходит. А, он не до конца заходит? Да. Все думают, что он не до конца вставляется, это так и есть. Теперь ударь по магазину. Опа. Так, ну поехали. Мой выбор – это Глок. Однозначно. Результат налицо. Да. Теперь ты, Сань. Что получается, то получается. Да? А из-за чего так происходит? Потому что, я тебе объясню, причина проста. Вот у него в данном случае. Револьверчик же, спусковой крючок всегда самозводом стреляет, он всегда тугой. На Глоке то же самое. Выстрел всегда происходит самовзводом, потому что бескурковый тип пистолета. И когда ты натягиваешь спусковой крючок, а это 2 килограмма усилия крючка, ты привык тянуть с напругой. И здесь он достаточно тугой, ты к этому привык. Ты его нажимаешь как на револьвере. А ОСМ на Лебедева, наоборот, такой достаточно мягенький, комфортненький. И когда ты решаешь резко нажать, у тебя клюет вниз. Поэтому, повторю, чем плавнее усилие крючка, тем эффективнее. Ну, если останутся, я еще попробую. Да, останутся, как не С останутся. Глока уже мне пробовать неинтересно, если его просто все буду поражать. А с этого надо будет попробовать еще. Ты еще маленький не стрелял. А, ну, кстати, да, можно еще маленькую будет попробовать. Давай еще. Ребят, для тех, кто стрелял с Глока, но не знает, задают вопросы, где находится предохранитель. Внешне его нигде нету, видимого, как вот здесь, да, такого механического. Это затворно-задержка, сброс магазина. Все заключается в том, что это предохранитель встроен в спусковой крючок. Вот он, видите, вот эта пипочка, вот это шнурочек, как хотите назвать, крючочек, тросик, это и есть предохранитель. То есть, когда пистолет заряжен, я нажимаю на спусковой крючок сбоку, случайно выстрел не происходит. Вот я тяну как не тяну, не нажимается, потому что не активирован трос предохранителя. Здесь такие 2 замочка есть, активирующие, так сказать, ударник. Если я вот этот трос не потяну вместе с спусковым крючком, я не активирую вот эти вот замочки, то есть не уберу их. Поэтому, если в экстремальных ситуациях, вопреки уставам и так далее, спецслужбы, они могут зарядить его и поставить в кобуру. То есть, а патрон у них в патроннике. Хотя, конечно, это запрещено по закону, но тем не менее так делают. И когда им нужно применить оружие, они просто его вытаскивают и совершают выстрел. Не взводя курок, там, не снимая предохранитель, потому что предохранитель встроен в спусковой крючок. Круто. Вот это крутая тема. Да, это удобно, это кайф. Давай, Леха, давай! А у меня вон что. Да, это Глок, у него есть такие моменты. Сейчас, кстати, на камеру это все объясню, почему так происходит. Леха здоровый, но недостаточно. Сила тут не главное. Лех, подержи, объясню, в чем суть. Смотрите, Глок хороший пистолет, но его нужно держать крепче. То есть, смотрите, какой момент. Если разобрать пистолет, вот эта часть весит 130 грамм, а вот это 600. Понимаете, какой баланс? То есть, если вот эта часть весит 130, а это 600, а когда выстрел происходит, вот эта вся масса тащит
назад. То есть ему нужна как таковая инерция. То есть когда происходит выстрел, и если я его держу недостаточно, происходит такой момент. Он откатывается, бух, поднимается вверх, а на обратный путь ему нужно забрать патрон, довести его в патронник и самому дойти. На это нужна инерция. И когда происходит выстрел, то есть плохо удерживая руками, происходит выстрел, ему не хватает инерции вернуться обратно. Происходит такой момент, такой клинышек. Круто. Когда силы не хватает, чтобы загнать патрон. Предлагаю еще раз попробовать по 5 Да. штук. Правая рука обычно держится 3 пальцами. Это вкратце мы рассказываем, как правильно удерживать пистолет. Вроде все понимающие, но не до конца осознающие. 3 пальца обхватывают, палец вдоль ствола для безопасности. Большой палец поднимается наверх, такой, как окей. Самая фишка — это в левой руке. Когда вы держите пистолет, сама рукоятка стоит не прямо, а немножко под наклоном. У любого почти пистолета. Поэтому по анатомии рука должна накладываться не вот так вот, а именно вот таким моментом. Рукоятка же наклонена вот так, и поэтому анатомически рука поворачивается вот так. И эти 4 пальца обхватывают скобу внизу. Вот такой хват. Поэтому рука еще вниз. Видишь, ты прямо сделал руку. А теперь нужно руку еще вперед выгнуть. Вот такой момент. Чтобы вот эта костяшка и продолжение пальца были продолжение ствола. Вот как. Вот именно так. А теперь про коэффициент усилия рук. Если усилие 2 рук составляет 100%, то усилие правой руки это примерно 40, усилие левой 60. То есть по-хорошему должна держать левая рука, а правая немножко подрасслаблена, для того, чтобы палец чувствовал спусковой крючок. Если будет правая рука сильно зажатая, вы не будете чувствовать усилия, он будет у вас как замороженный. Чувствительность пропадает, поэтому левая держит жестко, а правая, чуть расслабившись, маленьким темпами нажимает. Знаете, ребят, важный момент, да, все разряжаются по-разному, все по-разному думают. То есть, загоняя патрон в патронник, многие думают, разряжаться нужно, дернул патрон вылетел, значит, можно сделать контрольный спуск. Тут происходит выстрел, думают, ни хрена себе, как так, я же извлек патрон. Но многие не догоняют, что в магазине-то патрон-то остается. Поэтому, когда вы доводите патрон, вы понимаете, что патрон в патроннике. Нужно понимать, что в магазине тоже патроны. Поэтому, когда вы стреляете, остановились, вам необходимо нужно извлечь. То есть для первого момента вам нужно извлечь источник питания. Это магазин с патронами. У вас остается патрон в патроннике всегда. Поэтому после этого вы извлекаете патрон, убеждаете, что патрона внутри нет, и делаете обязательно контрольный спуск для подтверждения, что пустой патронник. Ну-ка. Бля. Сука. Плавно-плавно, видишь, начинаешь дергать. Ага. Видите, мы правильно разрядились. Опять, сначала да. магазин, потом патрон, Ага. а потом только контрольный спуск. Да-да-да. И всегда обращайтесь к оружию правильно. Ну что, Лёх, давай подытожим какие-то моменты. Рассказали то, другое, пятое, десятое, оценили, постреляли. Хочу послушать твое мнение. Вот, Глок, да? Это Глок 17. Глок мне зашел, тяжелый, уродский, но стреляет классно. Прям ощущению, я прям даже немножко, не как револьвер, конечно, но чуть-чуть было приятно. Как тебе спусковой крючок? Очень понравилось. Он жесткий, мужской, чувствуется. Брутальный пистолет, Да, согласен, вообще. да. И так и это можно, если что, как револьвером дал в баню, в дыню, блядь. Вот при всем, да, красоте, при том, что удобно держать, вообще мимо меня, но тут, как ты говорил, он мягкий, да, надо тренироваться, учиться. Не хочется ни тренироваться, ни учиться с него. Брать в руки я больше его не хочу. Никогда. Фанатик других пистолетов. Да. Ты что, Саш, можешь сказать? Ну, изначально я уже говорил, раньше мне Глок нравился хорошо, он в нем до сих пор нравится, но если сравнивать Глок и Лебедев, я бы сравнил бы все-таки в свою пользу этот.
Потому что он по балансу, во-первых, удобнее. Говорил, не говорил, но напомню. Рукоятка смещена чуть вперед, и она анатомически удобна. То есть никак повредить, как сказать, как у ПМ не получится вот здесь. Да, Все время рваные руки. У меня тоже была Все время тема. проблема. У ПМ здесь предохранители вот это неудобно, все время по пальцам хлопочет. Тут все, ничего не мешает, все удобно, легкий спусковой крючок классный, прицельное приспособление удобное. То есть все в мою пользу. И плюс главный, цена 70 тысяч рублей пока. Я тут подытожу по-другому. Несмотря на все вот эти плюсы, значит, двойные, да, вот эти все темы, хуемы, блядь, все шляпы, блядь. Вот эта тема, его стрельба и ощущение от стрельбы из него перекрывает вообще это все для меня. Просто напрочь. То есть и цена 70 тысяч, ну, пацаны, ну, блядь, 300 тысяч и 70 тысяч, Сань, ну, это вообще не разница. То есть 2 миллиона и 70 тысяч, это разница. 300 тысяч и 70 тысяч, это вообще ничего. У меня машинка вот 200 стоит. Поэтому, типа, это вообще херня. Ну, короче, вот каждый ставится при своем мнении, да, то есть тебе больше он, ну, ты как-то и стреляешь с него, да никак, так классно ты с него стреляешь. Он тебе так идет, все, блядь. Ну, мне вот эта тема, его еще увеличить бы вот так. Просто он не умеет его готовить. Да, вот так бы его еще увеличить, вот это было бы, ну, как Тогда бы, тебе блядь. нужен ГЛОК 35 40 калибра. Это прям вот на 2 вот это сантиметра калибр. длиннее, ствол мощнее, А лучше, отдача а мощнее. 50-го, Сань, бывают глоки? Нет. Вот. Ну, я не знаю такого. И да. Все, ладно, завершаемся. Подписывайтесь. Кстати, не забудьте на канал подписаться. Бабок много, присылай ссылочки там. Спасибо, Вот, Лех. да, давайте. Пока, пока. Увидимся.